Всем доброй ночи еще раз. Друзья мои, я хочу подарить практикам еще один бесценный ритуал. Я уже дарила Великий заговор защита, но это сибирский заговор защита. И я говорила, что это ритуал сибирских колдунов. В данный момент я дарю свой заговор защиту. Вы знаете, есть такое выражение, когда человеку просто ничего не бывает, что бы ни пытались против него сделать. Если он ушел на войну, он вернется живым. Если он, преследуем властями, он обязательно выйдет сухим из воды. Если его преследуют враги, то они ничего не добьются, опозорятся в конец, но ничего не смогут сделать с этим человеком. Если он болеет, он обязательно выздоровеет и так далее. Есть такое выражение: с ним ничего не случается, он как заговоренный. Наверное, слышали. Так вот, один из таких вариантов заговоренности я вам хочу подарить. Если человек находится рядом, он может прийти, то ставьте перед ним чашу с водой. Лучше родниковая вода, купите в магазине. Наливайте чашу с водой, ставите перед человеком. Заговаривайте, читайте над ним 3 раза. После чего он должен половину выпить, а другой половиной умыться у вас дома. Прям может подойти к раковине и умыться этой водой. И он заговорен на очень долгое время от всяких напастей. Просто с этим человеком ничего не случится. Таким образом, например, я заговаривала людей, которые ждали суда и очень боялись, переживали. Людей, которые постоянно попадали в аварию, либо у них там постоянно бедствия были, с одной стороны. То есть заговорить от всех бед, и с ним ничего не случается. Отстают враги, отстают недруги. У человека начинается новая полоса. Это практически такая же чистка, можно сказать. Что значит защита? Защита – это не только словами. Вот я защищаю тебя, там, заговариваю. Вы призываете определенную силу. Эта сила приходит. У каждого заговора есть свои исполнители. Знаете, я сравню, это будет, может, грубое сравнение, но очень понятное и точное. Выражение, помните? Я раб лампы. Вот есть лампа у тебя, значит, я буду выполнять все, что ты хочешь. Так вот, есть подчиненные духи для каждого заговора, тем более составленного человеком, которому это дано, да, которому это передают. И вот эти подчиненные духи, их очень множество. Сколько людей читает, столько духов и идет в подчинении. Так вот, вот эти подчиненные духи, они приходят защищать, они атакуют всех тех, которые пытаются атаковать этого человека. Они защищают его оболочку, его энергетику от инородного вмешательства. Со временем человек усиливается, и с помощью этих защитных духов набирает силу, идет вперед и в конце концов понимает, что он стал неуязвим. Вот эту защиту и можете делать для людей, которые к вам обращаются. Итак, если человек непосредственно может прийти к вам, кстати, если у кого-то сыновья работают там в каких-то правоохранительных органах, каких-то спецвойсках, где очень опасно, страшно, да, скажем, у них там такая опасная профессия, инкассация, что еще, на войну собрались, сейчас война идет, от всего, от всяких бед заговорить возможно вот этим заговором. Это, понимаете, как я составляю свои заговоры, не отходя от магических канонов, поэтому они все рабочие, именно по этой причине. Так вот, пришел человек, налили бокал с водой, начитали над ним 3 раза. Половину он выпил, другую половину взял, умылся. Если человек далеко, берете его фотографию, ложите прям возле этой чаши. Чашу не ставьте сверху, ни в коем случае, просто рядом. 3 свечи нужно зажечь. И неважно, человек далеко или близко, алтарь должен быть такой с 3 свечами, они должны быть восковые свечи. После 6 вечера можете любое время начитать, пока темное время суток. Остальные свечи для освещения постарайтесь, чтобы алтарь был темный. И свечи темные и прочее. Тем более, что это могут делать только практики.
Если человек далеко, берете фотографию. Вот так ложите фотографию рядом с чашей с водой, начитайте 3 раза. Следующий день эту воду выносите, если вы в селе живете, вылейте прямо на землю. Если вы в городе, можете в бутылку или куда-нибудь вылить эту воду, выйти или в баночку, как там вам удобно. Я думаю, в чаше спускать не очень в лифте, да. Вот, выливайте в какую-нибудь емкость, выходите, вылейте на землю молча, ничего не говоря, и уходите. Вообще в древних традициях очень часто говорится набрать молча воды, вылить молча, оставить молча, уйти и так далее. Молчание. Молчание – это тоже определенный обет с духами. То есть вы не имеете права с ними вступать в какие-то там контакты или разговоры. Вы попросили уже, они вас услышали, второй, третий раз говорить не надо. Молча оставили, они знают, для чего это. Земля – это информационное поле. Земля относит до человека вот то, что вы сказали. Понимаете, через землю посылали обратно порчу, землей остужали, землей, значит, лечили и так далее. То есть земля – это информационное поле, которое передает все, что вы сказали. Вода точно такое же информационное поле. Молекулы воды сохраняют ту информацию, которую ты туда, значит, выливаешь, собственно говоря. Ты можешь начитать на воду на добро и отдать чашу, да, выпить человеку. Ты можешь начитать на зло, вылить несколько раз, делать чай человеку, и так далее, ему будет плохо становиться все время. А может, он, в конце концов, если больной человек, откинется раньше времени. То есть хочу вам сказать, что все стихии – это информационное поле. И огонь, сожги огонь, там, очисти огонь, очисти, матушка, вода, мать-земля сырая унеси, там, забери, остуди, мать-земля сырая, сними порчу и прочее, прочее. Обращение к стихиям – это не просто так, это информационное поле. Я надеюсь, что вы поняли весь смысл и всю логику вот этого ритуала. Этот заговор человека полностью может освободить от всех бедствий, которые на него сыпятся постоянно. Или на всякий случай заранее заговаривайте, чтобы с человеком ничего не случилось. Однако предупреждение, если человек сильно порченный, лучше изначально его очистить, потом заговорить. Чтобы не получилось, как, знаете, не помыв банку, уже закатать туда варенье. То есть вы сначала очистите его, это поле информационное. Да, заговор сработает у человека, но лучше очистить его, потому что вы это как пломбу, вот как закрепляете, ставите сверху. Это точно такая же защита сверху, можно сказать. Это такая же защита, но она посильнее. Она рассчитана на большее, вот она обхватывает больше бедствий, больше катастроф, больше трудностей. Не от определенного случая, а от многих. Итак, в данный момент это фотография моего сына. Я просто считаю, что морально имею право в данный момент брать только фотографии своего ребенка, потому что не спрашивая пока человека, я не беру фотографии. Если я показываю чьи-то фотографии, то это только с разрешения людей. Потому что с этических соображений вы сами понимаете, что не все люди хотят, чтобы окружающие люди, да, друзья, там, родственники знали о том, что они обращались к ведьме. Уж тем более, если начальника надо сместить со своей должности, уж тем более не надо, чтобы знали, кто это сделал. Именно по этой причине я фотографии, естественно, не показываю. В данный момент у меня фото ребенка. И не собираюсь и как бы показывать в таком контексте, потому что не считаю это нужным. После того, как я начитаю, завтра я вылью воду на землю, и защита заговор, собственно, подействует. У меня сын не нуждается в таких защитных заговорах, но время от времени можно усилить для своего спокойствия и, кроме того, для сохранности своего рода. Не забывайте о себе в том числе. Итак, начнем. Да, свечи должны догореть. Призываю я 3 стражников и прошу их провести его по ту сторону жизни и смерти, там, где явное и тайное, где открыто сокрытое, в темной башне, в темной комнате на черном столе лежит книга его судьбы. В книге той рукою судьбы священными буквами написано: «Отныне до веку рука судьбы защищает его, бережет и хранит чашу его судьбы. Не сгореть ему в огне, от меча и ножа не погибнуть, в воде не тонуть, в
катастрофе не умереть. Вор обойдет его стороной. От лихого человека сохранен он. Враги онемеют и ослепнут. Тьма его защитит, день его удачей одарит. Болезнь не возьмет его, порча не дойдет до него, зверь не тронет, змей не ужалит. Телу ему его здоровье, душе его покой, сердцу благословение, владеть ему всеми и жить в счастье и достатке, заговоренный рукою судьбы и защищенный 3 стражниками. Заклято. Читать нужно 3 раза. Естественно, я прочитаю еще. Я просто показываю, как это делать. Вот эту защиту, заговор вы можете провести людям, которые к вам обращаются, и они останутся вами весьма довольны. Всем удачи и всех благ.